Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале «Смотри и знай». Во многих домах выращивают те или иные растения. Одним из самых распространенных является денежное дерево, или иначе его называют толстянка. Народные приметы гласят, что такое растение привлекает деньги в дом и обеспечивает материальное благополучие. Но на самом деле оно обладает и более полезными свойствами. В составе этого растения содержится большое количество полезных ферментов и летучих масел. Денежное дерево чаще всего используется в качестве антибактериального или противовирусного средства. При ангине. Денежное дерево является очень хорошим средством при болезнях горла. Для приготовления такого лекарства нужно будет срезать 10 листиков толстянки и выдавить из них сок. Полученную жидкость смешать со стаканом воды. Полученным раствором нужно полоскать горло 3 раза в день, но ни в коем случае его не глотать. Также при таком частом заболевании, как полипоз, раствор из листьев денежного дерева способен облегчить симптомы. Для этого необходимо 3 раза в день промывать нос тем же раствором. При повреждениях кожи. Листья толстянки являются хорошим лекарством при ранах, ожогах, царапинах и других повреждениях кожного покрова. Для этого нам понадобится несколько листочков дерева, их нужно будет промыть и измельчить до состояния кашицы. Можно воспользоваться для этого блендером. Затем полученную смесь накладывают на место повреждения и обматывают тканью. Для такого компресса лучше всего подойдет марля или целлофан. Плотную ткань использовать не рекомендуется, так как весь целебный сок впитается в ткань, а не в кожу. При натоптышах и мозолях. Для избавления от такой неприятной ситуации нужно сделать кашицу из листьев и наложить компресс, а можно прикладывать целиковые листочки. Для этого листья нужно промыть и аккуратно удалить с них кожицу, оставшуюся часть прикладывают к мозолям, закрепляя с помощью бинта или целлофана. Такой метод является очень эффективным. При укусах и герпесе. Не знаете, как летом избавиться от зуда от укусов комаров? Тогда попробуйте смазывать место укуса соком денежного дерева. Достаточно просто оторвать листочек и надломить его. Полученным соком необходимо смазывать место укуса 6 раз в день через равные промежутки времени. Такой же способ применения поможет быстрее избавиться от герпеса, а также облегчит зуд во время болезни. При геморрое. При геморрое сок толстянки смешивают с жидким вазелином до однородного состояния. Но очень важно помнить, что пропорции такой смеси должен определить врач, исходя из характера болезни. Такой смесью пропитывают ватный тампон и проводят тампонаж 2-3 раза в день. При варикозном расширении вен. При таком заболевании, как варикоз, ревматизм или даже при растяжении мышц, также способен помочь компресс. Для этого нам понадобится большая светонепроницаемая емкость. Ее мы заполняем на 70% нашинкованными листьями денежного дерева и заливаем спиртом доверху. Спиртосодержащий напиток должен быть крепостью не менее 40 градусов. Лучше всего подойдет водка. Такой настой необходимо оставить в темном прохладном месте на месяц. После этого средство считается готовым. Его можно использовать для растирания мышц, а также накладывать компрессы при варикозе и ревматизме. При воспалительных процессах в почках. Для лечения таких воспалений народная медицина советует нам приготовить настой из листьев денежного дерева. Для этого нам понадобится 5 листиков толстянки и кипяток. Заранее промытые листья денежного дерева заливаем стаканом кипятка и оставляем настаиваться примерно на час. Такой настой следует принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до приема пищи. При язве. Лечебные свойства денежного дерева способны помочь при таких болезнях, как язва желудка и других заболеваниях двенадцатиперстной кишки. Для облегчения симптомов таких недугов необходимо съедать по 2 листочка этого растения 1 раз в день. Перед применением любого из вышеперечисленных методов очень важно проконсультироваться с врачом, иначе вы можете навредить себе. Также, дорогие друзья, будьте осторожны с любыми рецептами народной медицины. Как у всех лекарственных средств, так и у толстянки имеются определенные противопоказания. В первую очередь это касается детей. Ни в коем случае не лечите ребенка соком денежного дерева, не проконсультировавшись со специалистом.
Также девушкам в положении и кормящим мамам следует воздержаться от рецептов такой медицины. Перед первым приемом лучше всего обратиться к аллергологу и выяснить, нет ли у вас аллергии на вещества, входящие в состав этого растения. При наличии отрицательного результата на предмет аллергических реакций, лечение толстянкой лучше всего начинать постепенно. Старайтесь быть осторожными, начинайте лечение с маленьких доз, а затем постепенно можно их увеличивать. Из-за соединений мышьяка листья денежного дерева могут нанести вред человеку. Хотя количество содержащегося вещества незначительно, но если человек будет постоянно жевать листья для успокоения болей в желудке, то яд будет накапливаться, и со временем произойдут необратимые процессы в организме. Прежде чем начинать лечение с помощью средств из толстянки, необходимо проконсультироваться, принесет ли оно пользу вашему организму или навредит ему. Обычно листья растения используют наружно, но возможно возникновение аллергических реакций на сок листьев денежного дерева. Поэтому, если появились признаки в виде высыпаний, зуда на коже, то использование растения прекращают. Главными признаками отравления толстянкой являются рвота и диарея. Если же вы все проверили и все условия располагают к лечению денежным деревом, то следует обеспечить растению должный уход. Правильное выращивание денежного дерева напрямую влияет на количество в нем полезных ферментов. Толстянка является светолюбивым растением, поэтому горшок лучше всего поместить на окно с южной стороны. Также температура помещения, в котором растет денежное дерево, не должна быть ниже 20 градусов. Летом растение нужно выносить на свежий воздух, например, на балкон, но не под прямое воздействие солнечных лучей, иначе дерево может просто сгореть. Также время от времени собравшуюся на листьях пыль необходимо стирать влажной тряпочкой. Это поможет растению лучше дышать. Поливать это целебное дерево нужно 2 раза в неделю, обильно увлажняя грунт. Воду для полива лучше всего использовать комнатной температуры. Пересаживать денежное дерево можно только в случае крайней необходимости, так как это стресс для растения. Пересадка может закончиться даже гибелью дерева. Поэтому при правильном уходе денежное дерево порадует вас не только своим красивым видом, но и целебной пользой для организма. Также стоит обратить внимание, что если в доме присутствуют дети и животные, то растение лучше всего поместить на место повыше, чтобы любопытные ручки и лапки до него не добрались. На этом мы с вами заканчиваем наш выпуск. Относитесь внимательнее к своему организму и самое главное, будьте здоровы, до новых встреч!